Слушайте, там кто-то шевелится. А дубы колдуны. Всем привет! Сегодня я хочу отправиться в свой первый одиночный велопоход с ночевкой. Постараюсь найти красивое местечко у водички, там разложу лагерь, приготовлю вкусной еды. Ну а если мне повезет и погода не станет пасмурной, как обещает прогноз погоды, то сегодня ночью мне даже удастся полюбоваться звездами. В общем-то, вот мой велик, я сажусь на него и еду. Вдоль таких видов я еду, ну сами понимаете, да? Запах. Слушайте, там кто-то шевелится. Ощущение, что человек как будто. Просто большая птичка была. В общем-то, мне здесь нравится, да? И, допустим, я бы и здесь мог остаться, ну как бы на ночевку. Но, видите, здесь дорога идет рядом. Вот, она хоть там еще и не отошла, так скажем, после дождя. То есть там не все машины сюда проедут. Но все равно возле дороги оставаться не кайф. Нужно искать более укромное местечко. Вот водичка. Сейчас немного задумался о покрафте. Присматриваю себе вариантик. Сейчас бы было здорово поставить сюда лодочку, на ту сторону перебраться. Там есть пляжи хорошие, песочные, насколько я вижу. И там уже как бы бояться некого, да, кроме рыбаков. Но рыбаки в массе своей адекватные люди. Так, ну и пока мы на рекламной паузе, так скажем, немножко расскажу о своем снаряжении. Ну, эта сумка, опять, здесь вся фототехника у меня. Здесь у меня все кухонные принадлежности, в основном все. Но с учетом того, что у меня сегодня обед, ужин и завтрак, еще кое-что пришлось закинуть в портфель. Особо хочу отметить и поблагодарить мастерскую Кайлер. Они мне подогнали сумочки бесплатно, сказали, расскажи на своем блоге, типа там ссылочку оставь, мне как бы не сложно. И тем более я сразу в них влюбился. Объясню почему. У меня очень огромнейший просто мешок спальный, и мне некуда его укладывать. Я получил эти мешки прям буквально перед поездкой за пару дней. Упаковал в них свой спальный мешок, палатку, матрас, подушку, вообще полностью все, что нужно для сна. И я безумно рад, что эта проблема, которая, честно признаюсь, волновала меня сильно, что она наконец-то решена. Здесь кейджи металлические и сам мешок. Он выполнен из какого-то нового материала, как я вижу. На сайте он немножко по-другому смотрится. Видите, как будто пленкой обтянуто. То есть смысл в том, что он не промокает. Ну и, собственно, вот так они на вилке смотрятся, эти два мешка. За свою цену, я считаю, вариант наикласснейший. Понравилось то, что вот они решили мою самую главную проблему. Ссылка на эти сумки будет в описании. Еще десяточка позади, и вот передо мной какой-то супер красивый лес. Ничего особенного, но выглядит как-то прикольно, и здесь есть одно мега дерево. Сейчас еще покажу. Только посмотрите на него. Вот рядом с ним велик поставил. Думаю, так нагляднее будет по размерам. А дубы колдуны. Надо же, сегодня мне попался, наверное, самый теплый день в этом году. Жарко, снизу уже майка мокрая, то есть уже никак не снять эту одежду. Почему? Потому что на скорости будет прохладно, застудиться можно. В общем-то, приходится ехать, немножко потеть и терпеть жару. Вот, я еще тут подумал, что у меня запас воды получается 2 литра. Это, наверное, очень мало. И неплохо бы было, если где-то вдоль моей дороги нашелся магазинчик. Потому что, почему? Потому что водички нужно найти побольше. В общем, наверное, сейчас поеду, поищу магазинчик.
Мой поход начинает постепенно превращаться в поиски магазина, чтобы купить воду. Уже от предполагаемого места, где можно было бы остаться, еду где-то минут 40. Ищу магазин. Ну тут вроде по картам хуторок должен скоро начаться. Может там получится. Так, ну что, вроде бы я нашел магазинчик. Сейчас попробую купить водички. Даже стоянка для великов есть. Так, ну что, водичку я залил себе, это уже хорошо. Сейчас буду возвращаться. Не удержался, взял еще себе одно вареное, поваренное, пенное. В общем, смысл ясен. Сейчас глотну его для настроения и поеду. Проезжаем мимо места, где живут люди, чьи мечты сбылись. Домики возле водички, 20-30 метров на лодочку, и я свободен. Ребят, у кого есть опыт езды с этими мешками на вилке велосипеда? Вот у меня немножко заваливается мешок постоянно. Я его уже затягивал. Подскажите, что может быть с ним не так? Почему это происходит? Я приехал в прикольненькое местечко. Сейчас немножко перекушу, напилю дровишек и буду приниматься за шашлык. Единственный, конечно, момент, неизвестно, что с курицей. Я взял ее полностью замерзшей, то есть она была прям как лед. Ездил около уже, получается, 10 часов. И, возможно, она вообще протухла и придется кормить рыб. Но сейчас посмотрим. В общем, пока не стемнело, перехожу к делам. Вот такая небольшая кучка дровишек у меня получилась. Шашлык я буду делать сегодня особенным способом. Дрова мне не нужны. Поэтому, думаю, этого запаса мне хватит для того, чтобы там, ну, часик у костра посидеть, подумать о жизни и потом забежать в палатку и уснуть. Так, ну что, ребят, момент истины некоторый для меня произошел. Вот, все-таки курочка осталась холодной, несмотря на то, что я накатал сегодня по жаре много. Она прям еще чувствуется, что очень холодная, а значит, она 100% еще годится для приготовления. Ну и одноразовый мангал. Та вещь, с помощью которой я буду готовить сегодня шашлык без костра. Хейтеры сразу наверняка скажут: ну ты чё, ты кто такой вообще? Возьми вон 2 кирпича вместо того, чтобы колесо подпирать. Вон дровишек себе нарубил, да и сделай себе шашлычок свой, да, тем более куриный. Он же как бы простенько делается. Но, ребят, здесь просто, как бы, знаете, перебздеть лишний раз, да. Мало ли тут сейчас будет егерь ездить туда-сюда. У нас уже была такая ситуация, у меня была такая ситуация. В прошлом видео егерь ходил, да, но сейчас штраф мне прилепят, я не знаю, вот, то есть на всякий случай взял. Во-вторых, да, мы видели в начале видео, что много выжженной земли было. Наверняка сейчас более усиленно могут контролировать разведение костров. Вот, ну и самое главное, мне реально просто интересно, да, потому что сегодня, допустим, я еще выехал куда-то в глушь, за город, как бы сегодня еще можно было костер развести. Ну а завтра я поеду куда-нибудь в парковую зону, и там уже как бы точно мне не получится развести костер. И, собственно, интересно потестировать, в общем, посмотреть. Видосиков много видел, работает классно. На собственном опыте, значит, посмотрим, что это такое. Вот, кстати, как это выглядит. Сейчас распакую и попробую приготовить вкуснятину. В общем, мангальчик, как видите, разгорелся, но своего розжига ему не хватило. Хорошо, что я взял брикеты для розжига и помог этому мангальчику разжечься. В общем, штучка прикольная, такая типа легкая. Помимо прочих плюсов, которые я для себя перечислил, мне кажется, это еще и ускоряет процесс приготовления и при этом не портит вкуса и атмосферы шашлычной.
Друзья, в общем, я немножко прошляпил момент установкой палатки. Начало так быстро темнеть, поэтому с момента курицы, по-моему, с установки курицы, я не включался. В общем, курица у меня частично 4 ножки нормальные были, а остальные не прожарились. Во-первых, потому что жар быстро ушел. И во-вторых, потому что я ставил палатку и просто тупо не раздувал угли. В общем, сейчас расклад какой? Залазю в палатку и, наверное, отрубон. Ну и завтра уже как с первыми лучами встаю, приготовлю, помечтаю, сяду на велик и let's go. Всем доброе утро. Ну что, вот и наступил новый день. Я очень рад, что я проснулся наконец-то. Потому что, ну, во-первых, было очень холодно. Я эту шапочку не мог найти. Она была у меня, представляете, прям под рукой. Затем, естественно, шаги, шорохи. Птицы здесь шумели такие, знаете, ночные, как в фильмах ужасов. Ужасы снятся какие-то. Вот, в общем, маленькое испытание туриста я прошел. Я очень доволен, что сейчас светло. Умылся в прохладной водичке. Проснулся утром, был туман, прям лютейший. Сейчас уже он, слава богу, немножечко рассыпался. Буду готовить себе завтрак и собираться потихоньку. Кстати, отмечу по палатке один момент. Я специально не одевал верхушку, ну, чтобы на звезды посмотреть. Ночью, да, я там увидел у чувака какого-то на зарубежном канале, что он, ну, типа, хотел себе оставить вид на звезды, но потом пошел дождь, он быстренько там, короче, в итоге он не смог посмотреть, ну, а я все-таки смог. И действительно было очень здорово. Я где-то, может быть, там в 1:30 проснулся, 15 минут глазел на звезды, чувствовал себя очень спокойно. Реально такая вот бодрящая процедура для моего мозга прошла. Ну и еще, конечно, один моментик, почему я не стал ставить тент сверху. Ну, потому что, чтобы лучше мне было все видно вокруг. И действительно, вокруг было все очень хорошо видно. Но минус тоже были. Было наверняка из-за этого именно более прохладно мне. И конденсат немножко на утро. Но он мне, в принципе, не мешал. Его я сильно не почувствовал. И когда уже потеплеет, когда ночью будет там 10-15 градусов, уже вполне такой рабочий вариант для любителей смотреть ночью на звезды. Ну что, собрал я эту палатку-палатулечку. Больше всего проблем у меня с ковриком. Я не знаю почему, но моя модель на всех сайтах имеет 2 клапана. Для вкачивания и выкачивания. У меня клапан только один. Ну, естественно, даже миллиграммы дополнительного воздуха в баллонах матраса и уже свернуть практически не получается. Ну, справился, полчасика посидел. Ребят, еще раз хочу отметить огромным плюсом сумки Кайлер. Я безумно рад, что вот они мою спальню полностью переносят. Так, ну что тут у меня завтрак? На завтрак у меня сегодня чуть-чуть колбаску эту приподжарить, еле-еле так чуть-чуть подкоптить. Потом хлеб, у меня там есть хлебушек, его сверху положить, туда-сюда, сверху сыр и яичками это все залить. Вот здесь они у меня хранятся. И у меня получится такой омлета, хлеба, сыра, колбасный бутерброд. Ну что, вот наконец-то я с тепленьким чайком сижу, согреваюсь. Хотя на улице уже тепло, как бы и чай чуть-чуть с опозданием, но тут еще такая погодка. Одеваю куртку, жарко, снимаю куртку, холодно. В общем, непонятно. Солнышко вылезет, то залезет. Ну, а я хочу сейчас минут 15 с чаем в руках посидеть, просто позалипать вот на волны, в горизонт. Птички пролетают. В общем, последние 15 минут релаксации и go home.
Так, ну что, я уже полностью все собрал. Мусор тоже весь собрал в пакетик, упаковал в портфель. По дороге постараюсь выкинуть. Велик мой, как вы видите, собран в этот раз уже полностью. Осталось накинуть шлем, и я смогу ехать. Хочу попрощаться с вами из этого красивого места, а не там где-нибудь уже, да, ближе к дому. В общем, мой посыл такой. Если вы хотите больше чувствовать вкус жизни, то такие посещения необходимы. Причем я не буду говорить сейчас про домики, да, которые можно снять на природе. Хотя, в принципе, тоже вариант такой, да. Но именно поночевать в лесу, в палатке, здесь есть именно такой вот свой бодрячок. Я бы даже сказал, маленькая шоковая терапия. Особенно если вы ночуете первый раз, как я сегодня. Это было очень непривычно. Шорох-шорох, бах-бах-бах, страшненько все. Даже волки ночью выли. Но у меня есть подозрение, что это собаки. Я, честно говоря, не различаю. Но представьте мою фантазию и эти звуки. В общем, ни о чем не жалею. Рекомендую вам заниматься тем же самым. Вы были на канале Человек на велосипеде. Если понравился данный видосик, подписывайтесь. Ну, у меня на этом все. Всех благодарю за внимание и до встречи в новых видеороликах. Пока-пока.